Слава Украине, привет всем от Полонского. Вчера в Париже были очень важные переговоры, в которых принимала участие делегация Украины. Это Сибига, Умеров и Ермак. А также, с другой стороны, были наши союзники, французы и товарищи, которые имитируют свою роль в переговорном процессе. Это Соединенные Штаты Америки. На самом деле, Штаты на сегодняшний день, можно сказать, слились. Я сейчас объясню, почему я говорю о слове именно употребляю выражение «слились» полностью. Вот. И какой-либо существенной нагрузки в этих усилиях не предпринимают. Все это касалось условий и возможности заключения перемирия с путинским рейхом. И по окончанию этих переговоров было сделано несколько очень интересных заявлений. Прежде всего от представителей Трампа. Рубио заявил, что если в течение нескольких дней не будет достигнут прогресс на переговорах, то Штаты просто сольются в унитаз. Да, так он и сказал. Ну, правда, о унитазе не говорил, но из всего, что мы от него услышали, слово «унитаз» явно... А в путинский чемоданчик тоже сойдет. Да, вот явно витало над всем, что говорил Рубио. То есть он сказал так: если за неделю ничего не получится, ну и хрен с ним, значит, у нас есть другие приоритеты. Начхать на Украину, начхать на все. Хочется вспомнить один из предвыборных постулатов Трампа, с которыми он выступал из всех утюгов: я закончу твою сиську войну за 24 часа еще до вступления в должность. Это я помню вот как сейчас, как он говорил. И так убежденно говорил. И шевелюра у него так красиво, значит, при этом развивалась. И он так уверенно смотрел, значит, в будущее своим глазом левым, только не помню, или правым. Там, ну, так вот смотрел прямо, да, вот как конь на сено, да, смотрел. Вот. И где он? А если вот, да ну его нафиг. Вот и все. Вот вам весь Трамп, да. И вот в этом же, в этом же репертуаре он все приблизительно и делает. Поэтому если кто-то где-то рассчитывает на трампистов, ну, ребята, на них рассчитывать можно с таким же успехом, ну, я вам скажу, как на биоизмененных кроликов, как на мутантов, я не знаю, с острова Новая Гвинея, или как вот прилетят марсиане, будут вам помогать. Вот также можно рассчитывать, что на какие-то сделки, там еще что-то с трампистами. Пустое место. Ну, посмотрим, дай бог, все-таки остается еще пару дней. Они ждут ответа от Путина. И потом то ли сливаются, то ли нет. Но поскольку Рубио уже сказал вот такую вот фразу, что, мол, мы сольемся нафиг, и вообще у нас другие приоритеты, то можно себе представить, что они там между собой говорят. В то же самое время этот вот клоун есть там такой, Витков, обычный девелопер, обычный жулик по недвижимости, которого почему-то, ну, почему понятно, Трамп его поставил на переговоры, потому что этот жулик, он его, во-первых, духовно, знаете, рыбак рыбака же видит на хорошем расстоянии, вот, а второй момент, он же его кореш, ну, а тут же, коррупция ни разу не фигурирует, не. Да, то есть вот, поскольку он его кореш, он его поставил на эти переговоры, и этот заявил, знаете, так Путину, Украина не будет сильно, Путину можно отдать 5 вот этих регионов, они русскоязычные, Украина не будет за ними очень сильно страдать. Да, но название регионов он при этом назвать не может, потому что он не в курсе, да, какие там регионы, что. Я ему хочу просто напомнить немножечко, что ваш Техас наполовину испаноязычный, как и Калифорния, кстати. За Флориду просто молчу, там, наверное, больше, чем наполовину испаноязычная, да? Так что, сольем ее кому, Мексике или Испании? Я вот не понял вот этот момент, да? То есть, ну, логика Виткофа, давайте включать логику Виткофа. Брайтон-Бич, где проживает там большое количество товарищей, которые до сих пор говорят по-русски, за 40-50 лет своим утлым мозгом не выучили 1,5 десятка фраз по-английски. Путину передадим вместе с Аляской? Ну, как-то так, по логике Виткофа нужно именно таким вот образом поступать, да? То есть, понимаете, мало того, что Трамп поставил везде людей, которые явно не соответствуют занимаемой должности, в том числе и Виткофа этого тоже, да, вот, но они еще ляпают языком. Если бы, допустим, они стояли там, ничего не делали, рот, варежки свои позакрывали, ничего не говорили, ну ладно, сошли бы за умных. Вот, а так
Когда они открывают рот, то, соответственно, их дурь становится видна вот широкому загалу людей, да, и все видят, что они просто, ну те, кто они есть. Да, таким вот образом, да. И теперь второй момент очень важный, то есть, в принципе, какой мы делаем из этого всего вывод? Штаты ненадежный партнер, вообще ненадежный. Они занимались фиг знает чем с этими переговорами, что если сейчас Путин говорит да нет, они говорят, ну все, мы сливаемся. То есть они все это время жали на Зеленского, боялись пикнуть в отношении Путина. При этом Путин посылает их курсом русского военного корабля. Они говорят, ну так все, нас послали, мы сливаемся. Нормально, при этом они жали Зеленского с утра до вечера. Это просто, это трепендец какой-то, понимаете? Это за предел, это антимир называется. Ладно, проехали. Следующий момент. Вот это горе-угода, горе-договор. Опять-таки с этими же чмындриками, по-другому я их назвать не могу. Заключили меморандум. Ну, я сначала, честное слово, меморандум меня вообще не напрягает слово, это, как говорится, вы же знаете, отношение к меморандумам у нас у всех уже выработано, да, мы же в курсе. Вот, но я думаю, все-таки почитаю. Почему? Потому что в меморандуме он, конечно, ни о чем. Он не требует затверждения Верховной Рады, просто потому что он, в силу того, что он ни о чем. Но в нем указаны как бы краеугольные вещи, которые могут быть, в принципе, в дальнейшем, если будет уже нормальная угода, которая, да, потребует утверждения Верховной Раде. Да, вот это интересный момент. И я тут увидел очень интересные вещи, которые нас, в принципе, устраивают и которые не устраивают трампистов. Первое, что если угода будет заключаться, она будет заключаться только с оглядкой на то, что Украина вступает в ЕС, и вот эта угода не должна противоречить правилам, которые нужны при вступлении в ЕС. Это очень важно. В таком случае Трамп и трамписты не смогут у нас забрать ни землю, ни диктовать свои условия, ни навязать какой-то кабальный договор. Вот это крайне важно. Вот это хорошо. Что еще? В нем нет ни одного слова о том, что Украина должна хотя бы 1 цент Соединенным Штатам Америки. Мы им не должны ни одной копейки. Это понятно. Вообще ничего не должны. Вот. И это тут, в общем-то говоря, ни слова нет ни о каком фантастическом долге Украины Соединенным Штатам. О чем этот договор? Вот я еще раз его читаю. По сути дела, это договор о том, что неплохо бы встретиться еще раз и заключить настоящий договор, уже большой, который потребует утверждения Верховной Раде и так далее, и так далее. Фактически. Вот в свое время Зеленский вот нечто подобное должен был и подписать. То есть меморандум. Меморандум ни о чем. Абсолютно ни о чем. Но, еще раз говорю, очень важно, что Соединенные Штаты согласились, что в договоре не должно быть вещей, которые противоречат европейскому законодательству. Замечательно. Вот. И что будет создан фонд для восстановления Украины, для инвестирования в Украину. Окей, хорошо. Но на каких условиях? Что, как? Вообще ничего. То есть, понимаете, он настолько обтекаемый, этот договор, настолько никакущий, что анализировать его довольно сложно, потому что это фактически договор. Я еще раз говорю, два момента, вот то, что нет долгов, и то, что скажите мне, то, что европейское законодательство, что оно не должно противоречить европейскому законодательству, это крайне важно для нас. Все. Остальное, тут нечего, абсолютно не о чем волноваться, просто потому, что тут нечего даже обсуждать, оно просто устанавливает. Давайте еще поговорим, вот приблизительно так. А вот еще поговорим, когда там уже придут к конкретным каким-то выражением или конкретным обязательствам, там, конечно, возникнут непреодолимые противоречия между нами и трампистами. Просто потому, что мы хотим видеть инвестиционный договор, а они хотят видеть кабальный. И они будут опять давить, и давить уже нечем. И их тупость, она беспредельная, потому что, понимаете, когда вы уже и так прекратили Украине всю помощь. Давайте будем откровенны, да? Там что-то чем-то еще как-то делятся, что-то там от Байдена еще досылают, но вы что понимаете.
Все, то есть каких-то рычагов у вас нет. На переговорах вы, похоже, тоже сливаетесь. То есть вы в качестве переговорщиков тоже уже нафиг не нужны. То есть фактически переговорами теперь будет заниматься в качестве посредников Франция, Великобритания и так далее. Так, а зачем вы тогда вообще? Зачем вы нам нужны? Если вы хотите, если вы хотите, например, вкладывать деньги в Украину после войны, да пожалуйста, но на общих основаниях. То есть, честно говоря, я вообще не вижу тут какого-то... Рубио сказал, смотрите, Рубио сказал, что им, вот дословно, им нужно сфокусироваться на чем-то другом. Ну, фокусируйтесь, идите нафиг. Чего вы сюда лезете? Вот и все. Вот так вот, друзья мои. Так что, вот так вот. Я, честно говоря, не думал, что начну информационный день с того, что трамписты просто могут слиться. Ну, сольются-то, если хрен с ними, все, что я могу сказать. Ничего хорошего мы от них не видели. Ни копейки помощи, ни слова в поддержку. Вы вспомните, эти нехорошие люди, хотел сказать совсем по-другому, они даже не сказали, чья ракета по Кривому Рогу ляпнула, а чья ракета по Сумам. Вы понимаете? Марсианская ракета. Что угодно, только не Россия. Вы понимаете? Вот. И еще одна глупость, очередная бредятина от Трампа. Трамп решил ввести пошлины на китайские корабли. Это бред, боже, какой он идиот. Значит, администрация Трампа приблизилась к моменту, когда они ведут пошлины на китайские суда, входящие в порты в США. Имеется в виду суда, как принадлежащие КНР, так и произведенные в Китайской Народной Республике в разное время. Никаких я не испытываю сантиментов по отношению к Китаю. Я прекрасно понимаю, кто они такие. Давайте это отложим. Но с точки зрения все-таки Соединенных Штатов, как бывшего нашего союзника, головой же надо думать иногда, включать мозг. То есть вы хотите сказать, что вы в Китае, просто чтобы вы поняли, сколько китайских судов сейчас по морю ходит. В Китае только за прошлый год построено было 1700 судов торговых. Сколько там до этого, представьте себе, это тысячи и тысячи. Это новые корабли, которые куплены международными компаниями, либо же которые ходят под китайским флагом, а под китайским флагом могут ходить еще какие-то суда, не построенные в Китае, например, и так далее. Они все не смогут заходить в порты США. Ну, им будут дурацкие какие-то налоги выкатывать, да? К чему это приведет? Вот, понимаете, когда ты вводишь какие-то налоги, ты должен понимать, а к чему это приведет? Это не приведет к дополнительным сборам. Если Трамп по своей глупости думает, что это приведет к каким-то доходам в казну, это не приведет к доходам в казну. Знаете, к чему это приведет? Это приведет к смещению торговых путей из Соединенных Штатов еще куда-нибудь. То есть будут просто оминаты Соединенные Штаты. Если США раньше были хабом для товарооборота, то теперь, как говорится, это место открыто будет. И будут построены площадки или будут использоваться площадки совершенно других стран. Вот. К чему это приведет? Ну, потеряет работу гигантское количество американских докеров, вот всех людей, которые связаны с портами. Потеряет работу гигантское количество американских дальнобойщиков, тракеров, да, водителей, которые перевозят эти все контейнеры. Потеряет работу масса людей, работающих на eBay, на Amazon и так далее, торгующих китайской дребеденью по всему миру. Америка перестанет быть пунктом. Понимаете, если Китай это все производил, да, то очень часто было так, что это все перевозилось в США, и уже дистрибьюцию делали из США по всему миру. Вот все люди, которые вот этим занимались, они все потеряют работу. То есть фактически Трамп выбивает американский средний класс. Ничего другого от этого не будет. Да что нам можно ожидать, как Украине, а вот от этого вот чудилы, по-другому не скажешь. Если он своих просто множит на ноль, даже не моргнув глазом.